Здравствуйте, друзья! Программа «Смак» в эфире. Меня зовут Андрей Макаревич. Я надеюсь, среди вас нет наивных, которые думают, что вот я снимаю одну программу раз в неделю. Нет, я снимаю их раз в месяц, несколько штук. Обычно 4. Сегодня я снял 11. Огонь в моих глазах погас. И я уже думал о том, как я растянусь на дощатом полу, закрывая глаза. Но тут появилась моя любимая жена Инат и сказала: слушай, чего уж тебе, давай еще одну снимем. Как я мог ей отказать? Инат просто очень любит помучить собственного мужа. Очень любит. И заставить его поработать. Тем более, что работать сейчас будешь ты. Я даже понятия не имею о том, что ты собираешься делать. Собираемся мы делать ливийское блюдо ливийских евреев. Называется мафрум. В Ливии евреев не осталось, все они теперь у нас в Израиле, но и немножечко здесь. Я их представитель. Ты ливийка? Ну, я в душе, да. Предупреждать надо. А иначе что? Не знаю. Не женился бы. Давай досточки. Смотри, я буду тебя учить, а ты будешь делать. Смотри, мафрум, по большому счету, это фаршированная картошка. Как это ни странно бы не звучало. Я провела небольшую подготовительную работу, поэтому картошку заранее порезала, оставив одну целую, чтобы сделать сейчас пример, показать как. А остальные замочила в соли, в соляном растворе, в соленой воде, как и баклажаны, чтобы она стала мягче, ее было удобнее фаршировать. Где у тебя ножи? В общем, правильно смотришь. Нет, вон корзиночка. Вот, знаешь, я всегда люблю такие большие, солидные. Знаю. Сабли любишь особенно, Сабли. ливийские. Ливийские сабли. Так, ладно, держи. Так, смотри, мафрум в переводе с арабского означает, в общем, фарш. Вот фарш у нас и есть, поэтому картошку мы будем фаршировать фаршем и затем жарить, тушить, производить с ней разнообразные манипуляции. В принципе, блюдо отличное для шаббата, поскольку долго хранить тепло, вкусное и в холодном, и в горячем виде. В общем, можно есть все выходные. Смотри, картошка, она худенькая такая, эта картошка получилась. Да нет, нормальная картошка. Ну, знаешь, она плоская. Вот если картошка круглая, ее можно разрезать на несколько частей. Но конкретно эту картошку мы сейчас порежем вот так. Смотри, пополам, ровно пополам. Чтобы получились толстые такие пластины. Так. А затем самая хитрость. Мы должны сделать в ней как бы кармашек, как бы углубление. И поэтому разрезаем ее еще пополам. Здесь очень аккуратно, можно отрезать себе легко палец. Легко. Но не дорезаем до конца. Так. Вот видишь, я замочила эти в соли картошечки, чтобы они легко Щели раскрывались. такие. Да, чтобы они становятся от соляного раствора, они становятся просто мягче, ее будет удобнее фаршировать. Картошка сырая будет жесткая, это тоже просто лежала в соли, чуть мягче, она просто будет ломаться. Да. Так? Поэтому эту картошку мы тоже будем использовать, и нам ее нужно будет натереть на терке. Есть у нас терка? Терка. У нас Есть, терка. и не одна. Подожди, а зачем же натирать на терке, если мы собрались ее фаршировать? Кто сказал, что ливийская кухня логична и проста в исполнении? Я больше ни одного вопроса не задам. Вопросы здесь я задаю. Отлично. И ты можешь ее натирать. Вот ты в Ливии был когда-то? Я не был в Ливии. Очень красиво. Евреев там на сегодняшний день не осталось. Все они переехали в Израиль. И даже есть у нас синагога ливийская. Очень интересная, в Старом Яффо, в пригороде Тель-Авива. Не знаю, приходилось ли тебе там бывать. И довольно большая община с очень вкусной едой. Ну, как любая еда в Северной Африке. Марокко, Ливия, Тунис. Лучшее, что можете себе представить. И ну вот и мафрум, как его жемчужина. Сейчас мы посмотрим, какой ваш мафрум вкусный. Мафрум очень вкусный. Лук, ну, в общем, можно его, конечно, и совсем мелко порезать, а можно довольно крупно. Лук у нас, вот все полетело, пойдет в фарш. Картошка, которую ты трешь, тоже пойдет в фарш. Я понял это. Дело в том, что мы были в Эфиопии, что тоже, в общем, Африка. И несмотря на все восхищения моей женой по поводу национальной кухни, я эти восхищения не разделил. Ты просто Эфиопию не любишь. Нет, я очень люблю Эфиопию. Еще скажешь, что ты Африка. А вот восхищение по поводу национальной кухни не разделил.
Сейчас посмотрим, что ты скажешь про ливийскую кухню. Но ливийская кухня очень близка к арабской, ну, собственно. Но она хоть острая. Собственно. О, да. Ну, знаешь, там мы сейчас туда положим, конечно, гигантское количество чили, верно? Верно. И, наконец-то, за весь день приготовим нормальную, вкусную еду. Конечно. Еда бывает или говёная, или острая. Ты знаешь, чили еще и хорошо маскирует первое при этом. Вот тебе картошечка для фаршу. Прекрасно. Ну вот ты можешь еще переходить к фаршу. Замешивать. Да. Так, смотри, у нас есть фарш. Тут где-то 400 грамм. И сразу забрала к себе поближе. Мы туда берем лук. Давай, высыпай картошку. Картошку. Да, ну не отжимай ее. Прям не отжимай. Да. Воды будет побольше. Жидкость фарша всегда хорошо. Лук. Слышь, на глаз примерно. Это же ведь кто как любит. Чеснок, Так? зелень нет? Чеснок, зелень обязательно. Вот давай прям всю петрушку туда покроши. Всю? Давай я порежу петрушку, а ты врежь чеснок. У меня тут был один итальянский лучше шеф. ты режь петрушку, а я чеснок. Он восхитительно использовал, кстати, стебельки. Мне Да, так понравилась стебельки эта тоже затея. очень хорошо используют. Согласна. Но я их, знаешь, как-то автоматически отрезаю, как гидро. А они самые ароматные. Я могу достать из мусорного ведра. Помыть как следует. Не надо. Температура же высокая. Да. Как сказал твой Да. шеф, по-моему, он же. Слушай, Так. зелени получается больше, чем фарша. Отлично, отлично. Мы же не котлеты делаем, понимаешь? Фарш должен быть сродни таким кебабам. Больше похож на кебабы, чем на котлеты русские. Есть люди, которые добавляют туда хлеб, но мы не будем этого делать, мы не такие. Так. Перемешиваем. Подожди, рано, еще чеснок. Давай же все туда положим, да? Да. И затем перемешаем. Вот, например, ты умеешь тереть чеснок на терке? Или, может быть, у тебя чеснокодавилка? Знаешь что? Ты предлагаешь мне порезать руками? Конечно. Это будет долго. Нет, это быстро. А давай смотри. Я вот, например, когда нет у меня чеснокодавилки, или я не очень ее люблю, Инатик, я порублю. Я ты порублю. порубишь его крупно. Крупно? А надо мелко. А я мелко порублю. Я порублю. Только вот не надо с таким лицом стоять, не надо Нависать. нависать. Давай я тебе помогу. А ты пока что можешь туда специи Он положить. распрыгивается. Он распрыгивается. Это Мальчик. его свойство. Устал. Птицы летают, это нормально. Зира, там что-то так, давай, кориандр какой-нибудь. Кориандр, вот. Зира. Думаю, что зира пойдет. Ну, ты, главное, я бы скорее, вот, ну, зира тоже немного, но вот кориандра надо побольше. Знаешь, вот там прям и чили, и молотый черный перец, соль. Правда распрыгивается. Что тут, Непоседливый чеснок сегодня. что тут из них чили? Я Вот думаю- этот я имела в виду, А вот это нет? и это тоже. В принципе, есть, конечно, поверье, гласящее о том, что вся еда Африки чрезвычайно острая в целях дезинфекции. Но оно и понятно. Песок, грязь, тлен, забвение. Но традиция-то сохранилась, хотя уже никакой грязи нет. В Ливии, знаешь, как выглядит полицейский ливийский? Какая у него униформа? Да, ангел, блин. Она цвета песка с белоснежными перчатками. Белоснежными. Понимаешь? У меня перчатки грязнее. Угу. Я Так. еще помню, как женщины в племени Мурсии мажут волосы глиной, смешанной с бараньим жиром. Тоже так чисто выглядит. Ну и в общем, знаешь что, прости, но они иногда пахнут лучше, чем многие те, которые не мажут. Хаммерши такие, да, охрой, красные и Вот, козьим вот. жиром. Красавица, красавица. Так, по-моему, это уже блюдо само по себе. Я помню, некогда мы готовили тартар. Выглядел он примерно так же. Ну, можно и есть. Туда перепелиное яйцо В и общем, все. можно уже есть. И его, да? каперсы. Так, и вот яйцо, кстати сказать. Хоп. Ну, вообще так вот рукой, знаешь, я мыла руки, на всякий случай с мылом, дважды. Следующий этап. Нам нужно будет сделать
яйцо-болтушку, омлет такой. Вот смотрите, есть мисочка. Из одного яйца? Да, на тарелочку, знаешь, такую, чтобы можно было макать. И фарш нужно хорошо вымесить. Получите. Так, и теперь сюда же кладешь ложку томатной пасты. Так, все, самая неэстетичная часть сделана. Масло. Хорошо размешала? Да. Прекрасно. И у нас, знаешь, на первый этап такой, как полуфритюр. То есть много Глубокое масла. Да, глубокое масло. Не фритюр, но А что достаточное не зажечь количество. большую тогда конфорку? Да? Ну зажигай. И Так, раз. Теперь давай лишнее уберем. А ты посолил, там все, специи положил, все внутри, да? я не Кориандр. солил. Ну, соль я переживу, извини. Что, не надо солить? Ну ладно, нет, в смысле надо, конечно. Ну, немножко надо присолить, нет? Ну, опять перемешать. Посоли соус. А потом соль, еще второй соус посолим. Хватит. Так. Черный перец давай тоже сюда. Это зира. Я же не хочу уже мешать его. Не придется. Так. Так. Теперь смотри, у нас есть мука. Ну, Теперь делаем мы следующее. берегись. Бережемся. Мы берем картошечку, Да. фарш, Так. фаршируем ее. То есть вот в щель закладываем. Да. Вот делаем такой вот пирожочек. Картошка немного потемнела из-за соли. Это вполне нормально. Она не испортилась. Вот так, да? Так ее поглубже. Видишь, важно, чтобы картошка была мягкая, чтобы ее было легко набивать, начинять. Такой крокодильчик получился. Так. Так, потом опускаем его в наш томатный кляр. Хоп. И в муку обваливаем. И сюда. Раз. И вот смотри, это нужно делать быстро. Такой тонкий, изящный намек. Помогите, пожалуйста. Так. Начинили, обмакнули и в муку. Смотри, может быть, у тебя были предки ливийцы. Я чувствую, все эти годы что-то со мной не то. Вот ты знаешь, я делала этот генетический тест, да, где он твой прям, Да. откуда ты произошел, что Я там. делал, да. Вот, ну а вот я помимо всех ожидаемых цифр, Да. очевидных, нарисовали мне там какие-то 5% Ливийцев? восточных кровей сефардских. Вполне может быть, что и У ливийских. меня интереснее. У меня гагаузы. Ты гагауз, да. Я вообще страшный гагауз по жизни. Так и есть. Так и Вылитый. есть. Оп. Давай вот Даю. какую-нибудь лопаточку. Давай пока делать Тем соус. временем, да, это мы можем убрать. Берем сотейник. Сотейник. У нас есть помидоры. И давай туда сельдерея, да, в соус тоже накрошим. Помидоры крупно. Ну, такими, знаешь. Ну, знаю. Ну, ты знаешь. Наши картошечки пришло время перевернуть. Нормально я тебе порезал помидоры. Да, мы их сейчас все равно пустим в соус, так что отлично. Вот смотри, какая красота получается. Да, я вижу. Оп. Выглядит недурно. Да. И То. пускай оно продолжает. Так, Так, оливковое масло. Это, это хорошее. знаешь, самое лучшее итальянское масло совершенно непригодно для жарки. Оно будет отдавать слишком знаю. большую одушку.
Каким ты видишь наполнение соуса? А я не знаю. Вот абсолютно. Смотри, тут у нас есть перец. Это не прям. гвоздика ли? Нет, это горошек. А, горошек можно. Горошек. А, Где у нас зира. Кориандр где? Кориандр, вот, вон он, дальше, самый крайний. Точно. Да. Теперь. Соус должен быть прям пряным. В нем Вот я должно знаю, быть что надо максимум добавить. специй. И специи, конечно, желательно вначале кинуть в масло и дать им немножечко в этом масле прогреться. Тогда Это они да. в полной мере раскроют свой аромат. Чеснок. Чеснок. А вот эти всякие красные перцы такие, которые запах дают, нет? Чили. А, ты знаешь, Паприку это, можно. сладкий вот этот, да, но он же Давай даст, он же паприки даст запах. насыпем. Вот. Вот, смотри. Смотри, Да. какая штука. Вот я бы на ее основе сделал. Да, да. А у нас что в ней внутри? Это томатная такой, сальса такая, На основе чего? на основе томатов. На основе это, бульона. Это, нет. Да. Да нет, это раздавленные помидоры. Она на основе бульона из морепродуктов. Это просто размельченный помидор. Очень вкусный. Смотри, как это все хорошо выглядит. Вижу, вижу. Это мне Тебя это знакомо. не видно. Это мне все знакомо. Пока ничего нового. А это? Это круто. Давай соединять. Подожди, рано еще. Сюда же мы наш сельдерей Помидоры. и помидоры. Отлично. Ты прям так их брутально порезал. Ну, ты просила крупно. Да. Почему мы чили туда не порезали? Сейчас порежем еще. Давай. Что у нас здесь еще вкусного? А больше ничего. Вот этот соус, это будет очень хорошо. Да, соус само собой. И даже, я думаю, нам его не хватит, и мы возьмем еще. Берегись. Вот так мы его сейчас прикроем. И пару минут пусть потомится. И потом зальем соус. И потом мафрум переложим сюда. И еще И потомим. бежать. И бежать от количества чили. И еще минут 10, и оно будет отлично. 5 минут прошло. Вот мужчины всегда так, да? Да. 5 минут прошло. Раз и убежал. Штаны надел и ушел, да? я знаю. Давай, аккуратно только, чтобы не брызнули. Так. Ну, роскошный соус. Да, значит, сельдерей теперь должен в нем еще немного тушиться. Очень красиво. Да. Еще, например, знаешь, хорошо добавить немного корицы. Она даст такую отдушку, тонкую нотку. Мускат прекрасно идет, белый перец. А вот этот Вот все ароматные специи. боб. Тонко. Боб тонко. Боб тонко не идет сюда абсолютно. Мы его сохраним для десертов и картофельного пюре. Ну что, Укладывать можно. будем укладывать? Да. Давай. И теперь мы наших деток аккуратно переносим. На самом деле множество вариаций мафрума, но вот именно триполитанский вариант. Триполитанский от слова Триполи. Четверть населения Триполи в свое время составляла еврейская община Триполи в Ливии. И От слова Триполи, а не от того, что вы подумали. Да, это значит, чисто русский теперь уже юмор начался. Вот так. И холодильник. А что холодильник? Закрыть. И что теперь? Я тебе даже объясню, почему он не закрыт. Он говорит, открой меня. У меня там знаешь, что есть внутри, говорит он. Что у тебя там есть внутри, говорит он? Чего там только у меня нет, Инна? Чего же у тебя там нет, Андрей? У меня есть вина. Белое, красное, Так. водочка, прости ты господи. Я прям растерялась, честно говоря. А я, например, точно знаю, что мне нужно. Ну, давай. Не знаю, что ему нужно, но я согласна. А я тем временем найду вилки. Я волнуюсь, что мы положили недостаточное количество все-таки специй. Как-то я не проследила за этим моментом, отдала Специи? все это на аутсорсинг. Теперь мне кажется, что у нас не получится истинно ливийского. Аутсорсинг – это я. Да, ты мой аутсорсинг, а я твой. Ну да, перчим. Задумался. Ну слушай, в конце концов. Не, мне кажется, что все очень хорошо должно быть.
А вот мне ливийцы говорили, что если передержать в кипящем соусе, картошка начнет разваливаться. Правильно тебе говорили ливийцы. Поэтому Но она же должна все-таки немножечко в нем потомиться. Ну, это же, знаешь, так можно взять картошки, положить сверху помидоры. Вот и тебе залить блюдо. сверху соусом. Залить сверху соусом. Но это ведь будет не то. Да. Это ведь будет не оно, Но- не ливийское. Мадам. Мерси. Точнее, шукран. Шухрай, Шукран. А ты должен говорить афлайн. офлайн. Не способна. Это на ливийском? На чистом ливийском. Чухрайн, офлайн. Тебе умер полиглот. Я ему чухрайн, А он тебе. а он мне офлайн. Каланча. Да. Чисто ливийская выпивка. Это ливийская водка. Они Оттуда привезенная. с помощью этой водки они разбили всех своих врагов. Всех верблюдов. Верблюдов напоили. А я так уже сразу приготовилась пить, но нет. Нет уж, давай вынимай. Знаешь, Ты знаешь, в этом преимущество вина перед водкой, что вино ты можешь пить в процессе. ты можешь ты начал даже, готовить. можешь ты даже уже- не у тебя- есть, пить вино и все. У тебя уже праздник, а с водкой так Смотри, не получается. вот этой Утилитарная ложкой, вот еда. этой ложкой ты Так. сможешь класть вместе с соусом. Да, Гашу. прекрасная идея. Гаси его. Все. Загасил. Давай свой махрейн. Я забыл, как он называется. Мафрум. Там Федор. Да, Федор. Мафрум. Мафрум. Фарш, по большому счету, на Фарф. арабском. Фарф. Просто он хотел сказать мафрум, но у него ш не выговаривалось, Ш. и он сказал мафрум. Так. Та-дам. А, и сверху, знаешь, подожди. Это обязательно, вот это сверху. Ну а как? Акцент. Дорогие друзья, я знаю, что многим из вас повезло с женой, но не очень. А мне повезло очень, в чем прошу убедиться. Спасибо тебе. Да, фигня. Ну давай. Вот я не знаю. Надо, чтобы на один укус и картошка попадала, и фарш, и, Ну, и конечно, соус. конечно. Потому что вот сначала режешь одна картошка, понимаешь, да? Ну а там внутри потом фарш. Ну, могу так тебе сказать. Соус получился гениальный. Знаешь, вот сейчас мне очень больно и обидно. Я внутри плачу. Почему это? Ну, потому что соус мы взяли из баночки. Чем Ну. он получился гениальный. Да, на кто помидоры И резал? именно это получилось гениально. На кто резал Не помидоры? фаршированная картошка. А кто настоял, чтобы туда влить раздавленные итальянские помидорчики? То есть похвалил ты сейчас себя. Каждый хвалит себя, в конце концов. В конце концов, знаешь, что пойду я в свое болото. И буду себя там хвалить. Ну, как что тебе одинокий сказать? кулик. Картошка с мясом получилась тоже очень вкусно. Прекрасно. Самое смешное, ребята, что вот это как бы блюдо из пекла южного, да, по сути, по составу практически не отличается от блюда северного, которое называется цеппелины. Это Цыплиный фарш. А? Да? Цыплиный фарш. Это картофельные котлетки, наполненные мясным фаршем. Не фарш, пюре. Пюре. Там Это фарш, завернутый в пюре. пюре сваренное, да, еще Да. отдельно. Да, это верно. Да. Но, ну, по сути, составные те же. Да, слушай, по сути, вся кухня всех народов мира с теми же составными. Составляющими, что там лапша, что здесь лапша. Макароны. Ну ладно, Ладно. выпей еще рюмашечку. И пойдем домой. Да, возьму свою постылую. Да и пойдем домой. А, ты. Ребята, спасибо. Пока. Все, веди меня в зоопарк. Пойдем, деточка.